На Майдан! На Майдан! Владимировна, помните, кто сделал эту революцию? Не забывайте. Юля, не подведи народ, я тебя очень прошу. Будла. Привет всем! Очень часто я читаю в комментариях, это, конечно, демагогия, но люди многие пишут: нужен Майдан 3.0, Майдан после войны, некоторые даже кричат: Майдан во время войны. Сегодня я хочу раз навсегда дать свой ответ на вот эти вот лозунги и объяснить свою позицию. Давайте самое первое, забегая наперед. Если в Украине случится военная диктатура, я считаю, что тогда Украина станет просто-напросто Сирией или Афганистаном, хоть и европейским. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Думаю, это поставит конец на какой-то более-менее нормальной будущей истории нашей страны. А теперь давайте поговорим именно о митингах, о революциях, о переворотах. Сейчас или после войны. Что такое революция, переворот, любой большой митинг с практической точки зрения, с физической точки зрения? Это, допустим, сотни тысяч людей. Пусть это будет 100 тысяч людей, это тоже очень много. Или даже пусть это будет 500 000 людей или вообще миллион, это очень много. Давайте будем называть это словом Майдан. Представьте, что такой Майдан состоялся. Это уже было дважды. В силу возраста на первом я не был, хотя то, что я понимал, я поддерживал. Второй Майдан, я там присутствовал, я очень хорошо видел процессы управления людьми, как это происходит. Большинство людей там было бесплатно и из хороших побуждений, многие даже помогали, так как я. Но суть совершенно в другом. В какой-то момент включаются технологии, они на первом этапе есть, но в дальнейшем это все более отчетливо видно. Включаются технологии, вливаются огромные деньги, и просто-напросто это называется контролируемый хаос, когда некие силы, допустим, олигархи или любые другие финансово-промышленные группы, или может даже спецслужбы, начинают влиять на массу, влиять на толпу. То есть с практической точки зрения Майдан — это очень много людей, которые что-то требуют. Но давайте представим, что это состоялось. Очередные политические все эти группировки подхватили, профинансировали, в очередной раз поставили на сцену своих людей, тех, кого они считают нужным. Ну, какого-нибудь Притулу, например, или Арестовича, или Притулу, Арестовича, еще кого-то третьего. Такое точно случилось на Майдане 10 лет назад. Поставили Тягнебока, напоминаю, Яценюка и Кличко. Товариство! Боротьба українців за свої права! За велику, сильну українську державу, де українець буде господарем на своїй землі, продовжується. На Майдан! На Майдан! На Майдан! Эти люди уже готовы были договариваться, точнее уже договорились кулуарно с Януковичем, поделили должности. И когда Парасюк тогда выскочил на сцену и как бы ход переломился, все продолжилось, они очень сильно расстроились, там даже есть видео, как это все прекрасно видно. Кроме того, я вам напоминаю, что после прошлого Майдана, когда Яценюк с кортежем, с мигалками выезжал, активисты его тормознули и говорят: так а что ж, мы же за вас стоялись, боролись за другие ценности, и только все закончилось, ты уже мигалку, и ведешь себя точно так же, как те, кого мы тут вроде как свергали. Да, извините, я буду извиняться, сказал Яценюк. Мы хотим построить новую Украину, да, где не будет блатных, где не будет въезд общий у нас был там, вы ломанули сюда, ну это такое. Мы могли вас попросить это самое. То есть мы хотим вам напомнить о кортежах и всем остальном. Мы люди в Украине, и закон для всех абсолютно одинаковый. Юлия Владимировна, помните, кто сделал эту революцию? Не забывайте. Юля, не подведи народ, я тебя очень прошу. Будла. Но погибли-то люди там в прошлый раз. Случились страшная трагедия, были пытки, там и спецслужбы участвовали, и наши, и российские. Это кошмар. Напоминаю, расследования нет. Кто кого убивал, подробности неизвестны и вряд ли когда-то будут известны. А теперь люди говорят, что нужен еще один Майдан. Я даю вам альтернативу и даю свою точку зрения. Против Майдана, против революций, против переворотов. В нашем обществе все это не работает. Очевидно, что все изменения идут только сверху вниз. Значит, нужно взять власть и вводить изменения. Снизу ничего не будет. Кроме того, если рассматривать, так как я сказал в начале ролика, с точки зрения практической, что это такое, это всего лишь много людей, которые объединены одной идеей. Я вам предлагаю альтернативу. Майдан — это мой канал. Только виртуальный цифровой Майдан. Подпишитесь, и когда вы подписались, поставили колокольчик, тогда вы уже стоите на этом Майдане. Ведь я представляю ваши интересы, по крайней мере тех, кто принимает мои идеи, все то, что я говорю, а у меня все очень четко задекларировано. Моя цель совпадает с вашими целями, вот что нас объединяет.
И для этого не нужно выходить на улицы. И так в Украине погибают каждый день люди. Не нужно больше жертв. А бескровный Майдан, бескровная революция, любые другие такого рода волнения без жертв в Украине уже невозможны. И если такое, не дай бог, состоится, то результаты будут гораздо плачевнее, чем в прошлый раз. Жертв будет в десятки, в сотни раз больше. Поэтому, если хотите добиваться каких-то изменений, я еще раз говорю, это не спринт, это марафон. Это очень длительное мероприятие, без четко очертаемых характеристик. Нет никакой черты четкой финишной. Мы боремся за свои права, мы хотим видеть Украину такой, как мы хотим, а не такой, как хотят видеть эти паразиты-чиновники, паразиты-политики. Довели уже страну до войны, поэтому я вас призываю, подпишитесь сейчас на мой канал, поставьте лайк, колокольчик и задумайтесь о том, о чем я вам сказал. От протестов, к сожалению, моему личному, я сам был наивным еще 10 лет назад, к моему личному сожалению, там выигрывают не те, кто стоят на улице, а те, кто управляет этими процессами и те, кто стоят на сцене. А в таких случаях вход на сцену всегда очень четко лимитирован, ограничен и контролируется именно теми силами, которые все это формально-неформально финансируют и управляют кулуарно этим процессом. Такие вещи могут работать, например, в США, там, где по Конституции заложено право на вооруженное восстание, где свободное владение оружием, где демократическое общество, которое богатое, тогда снизу вверх могут двигаться процессы. Украина — это очень бедная страна, с, как видим, очень плохой судьбой. У нас только одни катаклизмы происходят. И есть даже риски, что такое мероприятие следующее может стать последним. Поэтому еще раз я предлагаю более безопасный вариант, более понятный вариант. Главное, управляемый нами самими процесс, где не вклинится никакой олигарх, ни какая-то политическая сила, которая начнет диктовать свои условия. Есть четко мой канал, на который вы должны подписаться. И здесь сражаться. Это работает очень сильно. Это уже сложно оспорить. Сколько уже раз было примеров, когда медийное давление, когда мы утром в новостях прочитали то, что нам не нравится, дальше разогнали по соцсетям, дальше это решение менялось. И неважно, действительно власть задумала это реализовать, или это была технология, когда прощупывалась реакция населения на что-то там нехорошее. Факт остается фактом. Медийное давление работает, СМИ — это четвертая власть. Но я должен заметить, что для очень многих людей вот эти вот разговоры про Майдан, надо на выло, брат, это все просто демагогия. Как правило, это анонимный комментарий, без имени, без фамилии, без фотографий, то есть без лица, просто пустая болтовня. Я хочу сказать, время пустой болтовни закончилось. Сейчас время идей, время изменений. Потому что завтра может быть поздно, и я не утрирую, вы все каждый день читаете новости, вы видите, что происходит. Потому что если все так случится, как вот эти вот разговоры, которые мы читаем, что 5 лет надо воевать, еще 10 лет надо воевать. Люди, которые такое заявляют, они не способны, не знают или специально говорят, что они понимают, какие будут последствия, что останется от Украины через 5-10 лет. И не только с точки зрения территориальной, с точки зрения человеческого ресурса, человеческих мозгов. Кто потом здесь будет жить и кто захочет потом здесь жить в живом кладбище, если не дай бог такое случится. Есть совершенно другие методы выхода из ситуации, другие способы выхода из ситуации. Есть здравый смысл. Визжание тупых, контрпропаганды, то, что навязывает власть. Мне это все понятно, это все будет, мне на это все глубоко наплевать. Еще раз говорю, задекларированы вполне конкретные цели. Политики-паразиты, нужны реформы. Нужен минархизм, минимум государства, минимум чиновников, минимум процессов, которыми рулит государство. Потому что государство в Украине сейчас рулит всем, и, как видим, итог этому война. Нам здесь всегда пытались, ну не всегда, но почти всегда, очень что-то похожее строить на Россию. Если вы посмотрите, и структура государства полностью как в России, и очень многие моменты просто смотрится, что делалось там, и воплощалось, к сожалению, у нас в стране. Это, наверное, именно поэтому... Вот как сейчас я вам, как из Америки, могу сказать, как американцы, большинство подавляющее рассматривают эту войну. Большой совок воюет против маленького совка. Я не хочу, чтобы так думали о нашей стране, потому что мы от России очень сильно отличаемся. Я в это до сих пор верю. И именно призываю вас следовать этим идеям и воплощать это все цифровым способом, оказывая давление. И я вам точно говорю, что наше время все равно придет. Напишите ваше мнение в комментариях, если вы поддержите все то, что я сказал, и примерно так же понимаете ситуацию. Пожалуйста, подписка, колокольчик, лайк. И именно здесь будет цифровой Майдан. Без никаких рисков. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока. Я з ганьбою жити не буду. Завтра
підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Але чесно, справедливо і сміливо!